Бывший генеральный директор Overstock Патрик Бирн раскритиковал главу администрации президента Трампа Марка Медоуза и юристов Белого дома. Комментарии были сделаны после встречи в Белом доме с Трампом по поводу президентских выборов, на которых также присутствовала Сидни Пауэлл и бывший сотрудник службы национальной безопасности Трампа, советник генерал-лейтенант Майкл Флинн. Бирн заявил, что Трампа предают изнутри. Он также опроверг сообщение о том, что на встрече обсуждались военный переворот или военное положение. «Я был в комнате, когда это произошло. Среди повышенных голосов был и мой собственный. Могу с уверенностью сказать, советники президента Трампа ужасно его обслуживают. Они хотят, чтобы он проиграл, и лгут ему. Его окружают лживые посредственности. Кроме того, любая информация, если речь идет о военном перевороте или военном положении, также является прямой ложью. 100% ложью. Я был там 4,5 часа и слышал весь разговор, это выдумка». Бирн назвал адвоката Белого дома Пэта Чипполоне источником информации для New York Times и обвинил его, а также сотрудников Белого дома во лжи Трампу, чтобы заставить его уступить. «Я был там в течение всего 4,5 часов. Обсуждаемые варианты военного переворота или военного положения являются сфабрикованными. Трампу лгут его собственные советники, которые говорят сотрудникам заставить президента уступить, пока они останавливают Трампа. Медоуз и адвокаты Дерек, Пэт Чипполоне, осведомители. Медоуз и юридический персонал во главе с Чипполоне рефлекторно опровергают каждое трезвое обсуждение или представленную идею. Их методы: лучше не пробовать, это может не сработать, это повредит вашей репутации в прессе. Без шуток, они говорят такие вещи». Бирн назвал советников, которые, по его мнению, причиняют вред Трампу, Пэт Чипполоне и два других юриста. Эрик и Дерек. Медоуз хочет, чтобы он уступил. Отвечая на высказанное мнение о том, почему истеблишмент намерен избавиться от Трампа, он ответил: «Я убежден, что истеблишмент США, включая республиканский истеблишмент, решил положить конец эпохе Трампа. Им нужны Байден, Харрис и глобалистская перезагрузка. Причина, по которой они прибегли к таким крайним мерам, заключается в том, что сброс критичен по времени». Бирн ответил на несколько вопросов о встрече и положении Трампа. «Это 100% выигрыш. Военное положение не требуется. Сидни и Флинн представили курс, который, по моим оценкам, имеет 50-75% шансов на успех. Его сотрудники просто пытаются убедить его ничего не делать, кроме как принять поражение. У меня разбилось сердце, когда я увидел, через что он проходит. Его предали изнутри. Он искренне верит, что победил. И он действительно победил. Я не голосовал за него, но я не хочу, чтобы наша страна была захвачена психопатами. Он хочет драться дальше. Люди в команде пытаются найти причины, чтобы сказать ему, что он ничего не может сделать. Ему нужно уволить их всех, иначе он проиграет.